Бывают сериалы, которые смотришь с удовольствием, но тут же забываешь об их существовании. А попадаются такие ленты, которые уже после первых серий становятся хитами. Так случилось с сериалом «Папины дочки». Его смотрела буквально вся страна. Наверное, каждый умилялся тому, как Пуговка сменила молочные зубы на коренные, восхищался роковой красоткой Машей, а также и Дашей, которая превратилась в заботливую жену и маму, и удивлялся тому, как спортивная женя стала женственней, а Галина Сергеевна, наконец, дала волю своим чувствам. Секрет комедии, наверное, оказался в том, что режиссер сделал ставку на абсолютно неизвестных девчонок, и не прогадал. Рейтинги зашкаливали, а сам ситком имел успех целых 20 сезонов. Обыкновенная на первый взгляд история семьи Васнецовых затянулась на 410 эпизодов. С момента выхода последней серии на экран прошло 2,5 года, а уже в сентябре ситкому исполнилось 8 лет. Стархит предлагает посмотреть, какими стали актеры «Папиных дочек» сейчас, и как изменилась их жизнь. Пуговка самая младшая из всех сестер Васнецовых. Катя старшего начала сниматься в сериале раньше, чем пошла в школу, и в возрасте 6 лет стала всенародной любимицей. На роль Пуговки рассматривали более 200 претенденток, но Катя обошла всех. Сейчас малышка решила пойти по стопам своих родителей, занимается фигурным катанием, научилась делать аксель, и даже имеет несколько призовых мест в международных конкурсах. Любит читать стихи Бориса Пастернака. От съемок в новых проектах Катя пока отказывается, ведь не просто совмещать учебу в школе-студии МХАТ и карьеру актрисы. Но все же девочка снялась в фильме Тимура Бекмамбетова «Черная молния». Когда у нее спрашивали, кем она хочет стать, Катюша отвечала: «У меня 3 варианта: ветеринар, художник или режиссер». В столь юном возрасте сложно понять, чем ты хочешь заниматься всю свою жизнь, но ясно одно: что бы ни выбрала наша Пуговка, у нее все получится. Поклонники маленькой артистки надеются, что ее возвращение на телеэкраны случится в ближайшем будущем, и оно станет таким же ярким, как и первая звездная роль. Галина Сергеевна умная и целеустремленная Лиза Арзамасова в чем-то похожа на свою героиню. В возрасте 4 лет ее можно было увидеть в таких фильмах, как «Ковчег», «Посылка с Марса». А роль немой девочки в фильме «Эшелон» поразила до глубины души многих зрителей. Сама же актриса к своей работе подходит философски: «По мне хоть корову играть, хоть песок на пляже». Но, снившись в таких разных фильмах, девушка довольно стеснительна, подчеркивая, что на сцене любую эмоцию можешь открыто и, не стесняясь, выразить, и слова произнести любые, а в жизни все не так. Елизавета решила учиться на продюсера, но съемки бросать не собирается. За ее хрупкими плечами участие более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых «Братья Карамазовы», «Свои дети», «Поп», «Любовь в большом городе», «Достоевский».
Сегодня Лиза играет в театре, занимается озвучкой зарубежных фильмов и анимационных лент, работает телеведущей, записала несколько сольных песен, самой популярной из которых стало «Солнце». Одной из недавних ее работ стал фильм Олега Асадуллина «Корпоратив», где также сыграла и ее экранная сестра Мирослава Карпович. А буквально на днях в официальной группе Лизы ВКонтакте появились фото со съемок нового проекта с ее участием. Это триптих лиризма режиссера Николая Бурлака. Женя Васнецова самая спортивная и третья по старшинству дочь в семье Васнецовых. С окончанием съемок в сериале «Папины дочки» в жизни актрисы Дарьи Мельниковой произошли большие перемены, которые не могут не радовать поклонников. В кино Даша попала в 2006 году, еще до съемок в ситкоме, сыграв главную роль в картине «Золушка 4×4». Все начинается с желаний. Режиссер этой ленты Юрий Морозов заметил и разглядел в Дарье перспективную актрису, и не ошибся. На ее счету уже более 30 проектов, самыми яркими из которых стали фильмы «Стальная бабочка», «Гагарин», «Первый в космосе» и сериал «Гетеромайора Соколова», где Даша встретилась с такими мэтрами отечественного кинематографа, как Андрей Панин, Сергей Гармаш, Филипп Янковский, Татьяна Лютаева. Кстати, на съемках этого сериала актриса познакомилась со своим будущим мужем, Артуром Смольяниновым, за которого в прошлом году тайно вышла замуж. К слову, в скором времени Дарья впервые станет мамой, девушке предстоит рожать уже в первых числах октября. Ясно одно, карьера после «Папиных дочек» у Дарьи Мельниковой пошла только в гору, а поклонникам лишь остается радоваться ее успехам и ждать новых ролей. Даша Васнецова Анастасия Сиваева знакома нам еще по «Ералашу» и «Улице Сезам». Девушка профессионально занималась танцами и окончила модельную школу Вячеслава Зайцева. В поле зрения режиссеров Настя попала в 2003 году. На красивую девочку обратил внимание Иван Соловьев и предложил ей сыграть роль Марго в ленте «Слова и музыку». Там юная актриса работала с такими знаменитостями, как Вера Сотникова, Марат Башаров, Алексей Гуськов и Амалия Мордвинова. Но настоящую популярность она приобрела в 2007 году после выхода на экраны ситкома «Папины дочки». Однако сейчас Настя не блистает на телеэкранах в новых образах, а появляется лишь на благотворительных фестивалях и других общественных мероприятиях, продолжая изучать актерское мастерство. Кстати, первое время некоторые друзья девушки даже не подозревали, что она актриса, сама же Сиваева часто любила шутить о том, что работает на заводе. Остается лишь надеяться, что Настя недолго еще будет учиться, и в скором времени удивит всех новой, не менее запоминающейся, чем в «Папиных дочках», ролью. Маша Васнецова во время съемок в «Папиных дочках» Мирослава Карпович была гораздо старше своей героини, но это мало кто заметил, ведь она так талантливо сыграла 16-летнюю девчонку.
Закончив школу-студию МХАТ в 2006 году, Мира уже в следующем получила главную роль в сериале. «Дальше больше» – премия «Золотой лист» за лучшую женскую роль в спектакле от режиссера Виктора Рыжакова, премия народного артиста СССР. И Царева. В 2008 году вышло сразу 2 фильма с участием актрисы. Мира сыграла Риму в «Ленте +1» и Олечку в «Тарифе новогоднем». А недавняя горячая фотосессия в журнале «Максим» сделала актрису настоящим секс-символом. Рейтинг был составлен по итогам читательского голосования. Актриса обошла таких признанных красавиц, как Маша Малиновская, Алена Водонаева, Татьяна Котова, Арина Махова. Но Мирослава не останавливается на достигнутом, продолжает играть в театре, снимается в рекламе и музыкальных клипах. Последней работой в кино стал фильм «Корпоратив», где ее коллегами выступили такие звезды, как Николай Наумов, Ксения Собчак, Максим Виторган, Наталья Медведева, Марина Федункив и Лиза Арзамасова. Людмила Васнецова Нонна Гришаева стала по-настоящему знаменитой в 2004-2006 годах. Гришаева снялась в нескольких сериалах и фильмах, среди которых «Моя прекрасная няня», «Надежда уходит последней», «Холостяки», «Утесов». Песня «Длинная в жизнь», «Люба», «Дети и завод», «Ландыш серебристый», «Азерис Нуна», «Кто в доме хозяин». А после «Папиных дочек» актриса еще больше погрузилась в работу. Будучи беременной первенцем, Нонна одновременно снималась в 3 картинах: «Графиня де Монсоро», «Первый удар» и «Место на земле». Не менее активную съемочную жизнь она вела и во время 2-й беременности. Мать 2 детей сегодня продолжает сниматься в кино, вести различные телепередачи и шоу, а также заниматься озвучкой фильмов. Ее перевоплощение в «Большой разнице», где Нонна успела спародировать добрую половину «Звездного десанта», были настолько правдоподобны, что Нонна стала членом жюри в не менее популярном телешоу «Один в один». В следующем году ожидается выход комедии «День выборов -2», где звездная мама со своими коллегами по цеху покажет, как правильно составить пиар-кампанию для кандидата на 2-й срок. Сергей Васнецов. Андрей Леонов – замечательный российский актер. Наибольшую известность Леонов-младший приобрел благодаря телевизионному сериалу «Папины дочки». Глава семейства и самый добрый папа, таким запомнился всем отец 5 дочек Сергей Васнецов. Андрей Леонов настолько вжился в роль отца-одиночки, что после окончания сериала ему дали прозвище «Главный папа страны». За съемки в сериале Андрей Леонов получил украинскую премию «Телезвезда», а также российскую награду ТЭФИ. Однако главной наградой актеров все-таки оставалась международная любовь телезрителей. Андрей Леонов снимался также в других интересных фильмах и телесериалах. Среди его лучших работ картины «Мой парень», «Ангел», «12 месяцев». «Новая сказка», сериал «Есенин», где его коллегами были Сергей Безруков,
Екатерина Гусева, Александр Михайлов, Олег Табаков и другие. В настоящее время актер служит в театре, продолжает сниматься в кино и пробует себя в озвучке мультфильмов. Антонов — верный друг и неизменный товарищ Сергея Васнецова. Его полюбили ничуть не меньше, чем главных героев ситкома. Роль в «Папиных дочках» стала блестящим дополнением к послужному списку Александра Самойленко. «Ирония любви», «Атлантида», «Королева бандитов», «Ночной дозор», сериалы «Клуб», «Розыск». Продолжать можно бесконечно. Он работал на радио City FM, вел регулярную передачу «Парилка» с Александром Самойленко. В 2014 году актер снялся в фильме «Легок на помине», где его партнерами по съемкам стали Гарик Харламов и Кристина Асмус. В 2016 году ожидается очередная его продюсерская работа «Быть свободным». В настоящее время Александр Самойленко по-прежнему снимается в кино и продолжает работать в качестве продюсера, в свободное время занимается спортом, старается уделять все свободное время своей семье. Но, видимо, без комедийных ролей актер совсем не может. Совсем скоро выйдет новый фильм с его участием «День выборов 2», где компанию ему составит неподражаемая Нонна Гришаева. Илья Полежайкин Михаил Казаков сыграл в сериале первую любовь Галины Сергеевны. Как его герой, Миша в детстве тоже любил хулиганить. Как и многие актеры, он начинал свою карьеру в Ералаше. Но в 2005 году в его жизни случилась трагедия: Миша убил человека, защищая свою подругу. По обоюдному соглашению дело закрыли, и парень вернулся на телеэкраны с новой ролью в сериале «Папины дочки». Однако после окончания ситкома, он решил заняться собственным бизнесом. Миша хотел зарабатывать деньги, используя свое главное умение – смешить людей. Сам он не раз признавался, что по натуре больше бизнесмен. В своем родном городе, в Твери, Миша открыл свое кастинг-агентство, а также магазин одежды. Здесь же он познакомился со своей супругой Еленой, с которой до сих пор счастлив в браке, воспитывая двоих детей. Однако любовь к искусству так просто не исчезает, и Михаил продолжает по-прежнему играть в театре. Одной из его ролей стал кот-бегемот в постановке «Мастер и Маргарита». Миша говорит, что никогда не мечтал стать актером, но испытываемые эмоции при выходе на сцену ни с чем нельзя сравнить, поэтому ему нравится выступать. Михаила также можно встретить на различных кинофестивалях, где он выступает в роли ведущего. Веник Филипп Бледный сыграл в «Папиных дочках» вовсе не проходную роль, пусть и появился не сразу. Во время съемок в сериале ему приписывали роман с Анастасией Сиваевой, а после и с Мирославой Карпович. Но все это так и осталось на уровне слухов. Уже в 2004 году Филипп Бледный начал сниматься в кино.
Правда, до поры до времени это были небольшие роли. Молодой драматург Жорик в сериале «Моя прекрасная няня», Антон в мелодраме «Случайный попутчик», Игорь Ноздрев в мини-сериале «Рекламная пауза». Кроме того, Филипп работал и в театре Станиславского, в постановке «Мастер и Маргарита», вместе со своим коллегой Михаилом Казаковым. Он сыграл Ивана Бездомного. Кроме этого, актер пробовал себя в озвучивании зарубежных кинематографических проектов. В 2010 году он подарил свой голос главному герою картины Люка Бессона «Артур и война двух миров». Одна из его последних ярких работ – роль в сериале «Кухня» на СТС. Мы лишь надеемся, что Филиппа будут показывать чаще, и мы услышим о его новых достижениях.